Привет, друзья! Сейчас новый обзор последних новостей Европы. Итак, ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 2% уже в четвертый раз подряд. Это решение касается кредитов, сбережений и инвестиций в Германии и всей еврозоне. В Германии и Евросоюзе резко усилилась дискуссия о будущем денег. Жители страны впервые стали чаще платить, внимание, картами, чем наличными. За этим стоит реальный опрос, кто теперь контролирует финансовые потоки миллионов людей. В Германии обсуждают заявление канцлера Фридриха Мерца о том, что работа в стране слишком дорогая и что власти рассматривают варианты оптимизации расходов на труд. Эксперты и общественность уже обсуждают последствия для экономики и семей. И это еще не все. В Евросоюзе готовят новый углеродный налог на импорт бытовой техники и других товаров. Внимание! С 2026 года компании будут платить за выбросы СО2 при производстве, например, техники, и это напрямую затронет цены для покупателей в Германии. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Европе принято важное решение, которое напрямую влияет на экономику Германии и всей еврозоны. Европейский центральный банк ЕЦБ, вы знаете, что это главный финансовый регулятор для стран, где используется евро, оставил ключевую процентную ставку неизменной на уровне 2% уже, внимание, четвертый раз подряд. Это означает, что для банков и компаний в еврозоне остаются прежние условия кредитования и сбережений, и пока не ожидается резких изменений в стоимости займов. Решение сохранить ставку без изменений принято на фоне стабилизации инфляции примерно на уровне цели ЕЦБ в 2% и умеренного роста экономики. Эксперты связывают это с тем, что цены перестали стремительно расти, а экономика показывает устойчивость даже на фоне международной неопределенности и торговых напряженностей. Для Германии это означает относительную стабильность, то есть предприятия и частные семьи могут планировать инвестиции и крупные покупки, не ожидая резкого удорожания кредитов. Однако такая политика также сохраняет и низкий доход по сбережениям, что вызывает недовольство некоторых вкладчиков, которые давно хотели более высоких процентов на депозиты. В политическом контексте эта финансовая пауза совпадает с активной экономической повесткой правительства канцлера Фридриха Мерца, которая одновременно работает над укреплением промышленности и инвестициями в будущее экономики. На уровне всего Евросоюза председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поддерживает стабильную экономическую среду, поскольку она дает странам блока время для структурных реформ и цифровой трансформации. Следующая новость одна из самых важных. В Германии и Европе резко усилилась дискуссия о будущем денег, и не где-то на уровне банковских специалистов, а прямо в жизни обычных людей, нас с вами. Одна из причин – это впервые в истории немцы стали чаще платить картами, чем наличными. Это может показаться просто удобством, но, внимание, за этой цифрой скрывается гораздо более серьезная проблема, так как контроль над процессом оплаты все больше переходит к крупным американским компаниям, и это грозит потерей экономической независимости Европы. Сегодня большую часть инфраструктуры безналичных платежей, вы знаете, контролируют такие глобальные игроки, как Visa и MasterCard, а это, напомню, чисто американские системы, которые давно доминируют на рынке. Их доля растет, потому что многие банки автоматически выдают карты этих сетей, а мобильные кошельки, такие как Apple Pay и Google Pay, становятся все популярнее. Европа, которая пытается сохранить свою экономическую самостоятельность, в таком положении оказывается в зависимости от чужих технологий и правил. Это не просто вопрос комфорта, а это значит, что тот, кто управляет системой платежей, контролирует данные финансовые потоки миллионов людей и предприятий, то есть получает влияние на экономику целых стран. Европейские эксперты, включая представителей немецкого центрального банка Бундесбанка, говорят, что подобная зависимость ослабляет позиции Германии и ЕС в долгосрочной перспективе и создает риски для стратегической автономии. Одно из возможных решений – это развитие собственных европейских систем расчета. Среди таких проектов называют Вера. Это новую платежную технологию, разработанную именно европейскими банками, которая работает без участия американских карточных сетей. Еще одна перспектива называет цифровое евро, то есть цифровую валюту Центрального банка, которую планируют запустить не раньше 2029 года. Она призвана обеспечить уникальную европейскую инфраструктуру оплаты, независимо от иностранных провайдеров. Сейчас внимание политиков и экономистов сосредоточено на двух вещах:
как именно сохранить доступ к наличным деньгам для населения и как развивать собственные цифровые решения, которые укрепят экономический суверенитет Германии и ЕС. Любое ускорение отказа от наличных без создания альтернатив может усилить зависимость от глобальных цифровых платформ и ослабить влияние Европы в мировой экономике. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии разгорелся громкий экономический скандал из-за одной фразы канцлера Фридриха Мерца. Он заявил, что работа в Германии слишком дорога и что стоимость труда нужно снижать, иначе экономика не выдержит конкуренции. Эта фраза вызывает активное обсуждение среди экспертов и экономистов. Критики отмечают, что речь идет о влиянии на уровень зарплат и затрат бизнеса, а это может повлиять на финансовое положение семей и их потребительскую активность. Экономисты предупреждают, что Германия и так живет за счет экспорта. Если одновременно сокращать доходы населения, страна рискует загнать себя в новый кризис. Люди начнут экономить, компании потеряют покупателей, а рост так и не вернется. Самый серьезный аргумент критиков заключается в том, что экономический курс Фридриха Мерца может оказать влияние на внутренний рынок Германии и ее позиции на международной арене. На фоне этой дискуссии в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен делает ставку на инвестиции, технологии и рост доходов, а не на их снижение. И теперь немцы обсуждают, как экономический курс канцлера Фридриха Мерца повлияет на экономическую стабильность и социальную ситуацию в стране. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Евросоюзе готовят принципиально новое правило, которое может изменить цены, внимание, на бытовую технику и другие товары, импортируемые из-за границы. Брюссель планирует расширить так называемый СО2 налог на импорт, чтобы он распространялся не только на сырье, но и на готовые изделия, например, на те же стиральные машины и другую крупную бытовую технику. Это часть большого плана Евросоюза по борьбе с климатическими изменениями и защитой европейской промышленности. Суть проста. С 1 января 2026 года компании, которые возят в ЕС товары, будут платить дополнительный сбор за углеродные выбросы, образовавшиеся при производстве этих товаров. Раньше такой налог, напомню, касался только базовых материалов вроде стали, алюминия или цемента, но теперь в список попадают и более сложные изделия. Это делается для того, чтобы климатически грязные эти товары из стран с менее строгими правилами не вытесняли экологичные европейские аналоги с рынка. Новый механизм называется углеродный пограничный сбор. Он направлен на выравнивание условий для компаний из разных стран с разными требованиями к выбросам СО2. Если, например, стиральная машина, произведенная в стране с более высоким уровнем выбросов, то компании придется платить дополнительный сбор за выбросы СО2. Это должно сделать европейские товары более конкурентоспособными и стимулировать производителей работать чище. Вместе с этим Брюссель собирается закрыть пробелы в правилах, чтобы фирмы не могли обходить этот сбор, скрывая реальные выбросы. Система будет требовать более строгих отчетов о том, сколько СО2 расходуется при производстве отдельных деталей и готовых изделий, и предоставлять Еврокомиссии право вмешиваться при выявлении нарушений. Такой шаг может привести к тому, что импорт вещей вроде стиральных машин, холодильников или автомобильных тех же запчастей подорожает, поскольку производители или посредник будут платить дополнительный сбор за углерод. Это важный сигнал, что ЕС хочет не только сокращать выбросы внутри блока, но и принуждать весь глобальный рынок двигаться к экологически чистому производству. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.